Ребята, всем привет! Пожалуйста, быстренько меня сейчас послушайте. Я хочу кое-что вам объяснить. Дело в том, что когда я выложила ролик с DLC Сердце России, YouTube решил обрезать его на 19 минуте. Я пыталась полностью перезалить видео, но YouTube точно так же на 19 минуте его обрезает. Поэтому данное видео является прямым продолжением первого ролика. Если вы еще первую часть не видели, то ссылочку я оставляю в описании. И приятного просмотра. Какое-то странное название. Так, и поворачиваем сюда. И снова у нас дорога. Кстати, вот это вот место, где мы были, оно, между прочим, довольно чистое. И я все-таки недовольна тем, что такое количество мусора какого-то везде. То, что такие вот дороги неровные, это да. Дороги, они зачастую во всех российских городах неровные, поэтому это ладно, это нормально. Но то, что в других каких-то местах... А что везде могилы-то? Почему... Там какой-то мемориал, здесь кого-то похоронили. Вы кого хороните-то? Кого хоронить? Не знаю. В общем, это тоже достаточно мрачно. Почему мусор и могилы, и все. И милые старые дома. И больше я ничего не заметила. Ну, ладно. Нет, это я не говорю, что это плохо, просто это немножко необычно. Хотя, в принципе, вот мне интересно, есть ли такая тенденция в европейских городах сальцы? Есть ли у них такая тенденция, да, ставить вдоль трассы кому-то памятники, потому что я знаю, что в России, да, такое точно есть, когда кто-то на трассе, там происходит ДТП с жертвами, обязательно ставят, ну, не памятник, да, обязательно ставят какой-то крестик, вот опять. А, нет, это, кстати, это немножко другое. Это при въезде в город вроде бы часто такое есть. Вот, ставят крестик, цветочки, все дела. Это я знаю. Есть ли такое же в европейских городах? Они так же делают, как вот в России? Или нет? Мне интересно. Можете об этом реально в комментариях написать. Это у нас сальцы. Тоже такой вот, я так понимаю, поселочек. Интересный, красивый, симпатичный, очень похож на тот предыдущий, где мы ездили. Поэтому, ну, понятное дело, здесь у нас дома. Интересно, красиво, очень мило. Мне реально, я уже об этом который раз говорю, мне такое нравится, я такое люблю. Мне очень нравятся вот эти всякие старые дома, где много-много зелени, где у людей у каждого по своему огороду. Поэтому конкретно здесь мне кататься одно удовольствие, потому что я... В детстве много времени проводила в такой же примерно обстановке. Коровы. Я много проводила в такой же обстановке времени, поэтому мне нравится. Я довольна. Поменьше бы могил и мусора, и было бы супер, я считаю. Вот, там у нас эти электростанции. Ой, чуть-чуть не съехала. Чуть не съехала. Аккуратно. Очень здорово. На самом деле... Очень здорово, прикольно, красиво. Вообще, я довольна. Я свои какие-то замечания уже сказала. Можете написать, конечно, в комментариях, разделяете ли вы мое мнение, или вы считаете, что всего в меру и всего здесь достаточно. Водичка красивая, такая водичка, такая речушка. Вы посмотрите, на какая милота. Ну как тут все так здорово, все так... Кладбище. Ну, кладбище, опять у нас Почему столько-то? Ну, давайте посмотрим. Ладно, если делать обзор на DLC Сердце России, давайте сделаем обзор на кладбище. Почему нет? Смотрите, огород полностью засажен капустой. Все верно, больше сажать нечего. О, супер. Чесноков, лаврова. Боже мой. Ну почему? Зачем? Почему? Я вот в европейском... Вот, я когда каталась не на модовых картах, я не видела в таком огромном количестве. Вы понимаете, путь, который я преодолеваю, он там всего сколько? 400, да, километров, я говорила. Вот, и на 400 километров такое обилие вот этого, на меня это наводит
тоску и какой-то ужас. Особенно такое большое количество крыловых, конечно, в одном месте. Это да, это надо было крыловым постараться, чтобы умудриться с ним вот так вот потом вместе оказаться. Поэтому давайте мы отсюда поедем дальше. Я не говорю, что мне что там что-то не нравится. На самом деле, да, здорово и интересно. Просто, ну, такое большое количество вот этой какой-то депрессии. Я не знаю, зачем? Ну, зачем так много? Ну, неужели в России нет ничего... чего-то другого более интересного? У нас такая красивая природа, такие красивые деревья, растительность, реки, озера. Почему вы делаете всякие кресты, лепите? Вот, все, поехали дальше. Ой, я, конечно, глохну. Давай, давай. Нам осталось доехать тут, господи, сколько там, километров 150, наверное, осталось. Мне стоит что-то говорить опять? Ну почему? Ну вот почему? Я не знаю. Конечно, я все равно надеюсь на то, что выпуск получился позитивный, классный, потому что я стараюсь обращать внимание только на хорошее, на травку, на лошадки. Лошадки, вон, смотрите, у нас пасутся. Вот, как здорово, деревья, все зеленое. Надгробные памятники там были. Здорово все оптимистично, все прям пахнет жизнью. Все такое жизнерадостное, все здорово. Вот, и... Ну да, конечно. Надеюсь, вы мое мнение в комментариях разделите. Ну, посмотрите, как вот это мило. Ну, господи, какая красота. Ой, домик какой-то, плохо ему. Как же все-таки красиво. Речка у нас тут слева. Фиолетовая Нива едет среди ботов. Нам совсем немножко осталось проехать, а я бы еще дольше ехала, потому что, ну, мне так нравится смотреть на это все. И, кстати, многие переживают на тот счет, что может не выйти «Сердце России», да, потому что дно, потому что якобы его же отсрочили на неопределенный период, неизвестно, когда оно выйдет и все такое, но я думаю, что оно же уже создано, и на его разработку ушло очень много времени и денег, поэтому я считаю, что не выпускать «Сердце России» будет уже очень неправильно, и сами разработчики, я думаю, понесли бы большие убытки, если бы не выпустили все-таки «Сердце России», поэтому я считаю, что «Сердце России» выпустят, и мы с вами все-таки сможем насладиться этим DLC в полной мере, а не вот так вот маленькими кусочками благодаря мододелам. О! Красота! Красиво, серьезно. Шиномонтаж, продукты. Это что такое? Красивый какой-то дом, но непонятно. Непонятно, что это за домик такой. Ну и все, собственно, давайте едем с вами дальше. Жалко отсюда уезжать. Очень здесь было здорово, очень красиво, мне очень понравилось. Там показалось, по участку люди прямо ходят. Это дерево, мне показалось, что там прям человек ходит. Домики такие, домики. Так, эти. Слушайте, но это уже ненормально. Или скажите мне, пожалуйста, по пути из Луги в Псков действительно такое огромное количество вот этого? Или нет? Потому что я ни разу, когда где-то ездила с родителями по трассе, да, в какие-то далекие там города и все такое, я никогда, ну, конечно, да, встречались какие-то единичные кладбища, единичные памятники, но чтобы их было так много, я не видела никогда, и чтобы везде, просто везде у тебя либо мусор, либо что у нас здесь? Мне уже страшно смотреть. Изрисованная эта остановка, вот это супер, потому что остановки зачастую, они, правда, везде изрисованы. Не, красиво, мне нравится. Интересно, это борщевик или что это растет?
похоже на борщевик, но я, знаете, все, что за этими белыми листочками и высокое, я называю борщевиком, поэтому, возможно, я ошибаюсь, и это какое-то другое растение. Ну ладно. Ой, ну как красиво, посмотрите, какие деревья, какая трава, какая все-таки у нас красивая природа, как у нас здорово, как у нас всегда суперски красиво. Вот это да, вот это просто замечательно. Так. И, собственно, кусочек карты, я так понимаю, мы покидаем. Который был у нас... Ау! Который был у нас модовый, который был у нас от сердца России. Ждем, когда загорится зеленый. И мы с вами почти доехали до компании. Нам осталось доехать 65 километров. Напоминаю, что мы с вами везли древесную кору в количестве 6 тонн. Вот в таком вот самосвальчике. Зеленый будет сегодня? Зеленый будет? Зеленый выйдет? Все, давай, наезжай, пожалуйста. Ну в чем твоя проблема? Почему ты не можешь сразу ехать? Ну видишь же ведь, что стоим-то. Вот, все. Поворачиваем. Так, о, Псков. Все отлично. Дерево посреди дороги. Поздравляю, ребята, мы с вами из Луги благополучно доехали до Пскова. Замечательно. Мне очень понравился этот участок дороги. Мне очень показалось красивым вот эти все постройки. Вся вот эта вот растительность. Очень все-таки много всяких озер интересных. И речек тоже было на этом участке пути. Реально здорово, реально красиво. На Россию очень сильно похоже, очень сильно. Вот эти разрисованные остановки, всякие большое обилие шиномонтажек, трасс, это дороги. Супер, реально все супер, очень-очень сильно похоже. Поэтому еще больше теперь жду выхода DLC Сердце России. Свое замечание касательно обилия мусора и кладбища я уже сказала. Потому что меня все-таки это... немножечко, знаете, так смутило и немножко напугало, потому что все-таки, ну, знаете, все равно это несет в себе какой-то негатив. Не у всех могут быть какие-то хорошие ассоциации вот с этим, и поэтому, мне кажется, в игре ты должен все-таки наслаждаться и отдыхать, релаксировать, а наблюдать как раз-таки на дорогу красивую, на красивые деревья, дома, на людей, на машины, на растительность, но никак не на огромное количество надгробий, которые встречаются тебе почти каждые несколько километров, потому что все-таки я считаю, что в России, да, такое есть, но не так много, ну реально не так много, если я не права, и если действительно вот на этой трассе из Луги в Псков, господи, действительно их так много, напишите мне об этом в комментарии, да, я заберу свои слова назад. Ой, это как красиво, эти домики, деревья, какова красота. Я хочу обогнать, но я не вижу встречную машину. Точнее, тут кривой немножко поворот такой, дорога кривая. По идее, здесь нельзя обгонять, ну ладно. Сделаем вид, что можно было. Сколько нам? А все, 11 километров. Немножечко осталось, совсем чуть-чуть. Шушут осталось проехать. Ивангород у нас направо. Нам налево, потому что нам в город Псков. И все. Все супер. Можно сказать, мы с вами приехали. Можно сказать, почти доставили груз. Обязательно пишите в комментариях, понравился ли вам вот этот вот кусочек DLC Сердце России. Вот. Ждете ли вы выхода Сердца России? Или вы обиделись на разработчиков, такие, все, ничего мне от вас больше не надо, да? Или же с нетерпением ждете? Потому что я все-таки с нетерпением жду. Я считаю, что это будет крутое, классное, достойное DLC. Я надеюсь, когда оно выйдет, разработчики все-таки предоставят мне ранний доступ, как это обычно бывают. Предоставят мне ключик, и я вам все заранее покажу, когда игра появится в раннем доступе. Давайте парковать не будем, все-таки сегодня мы с вами и так много проехали, с опозданием немножечко, на 4 часа, на 5 часов мы опоздали, ну и ладно. И на этом, собственно, все.
Всем вам большое спасибо за просмотр. Очень надеюсь, что вам этот ролик понравился. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь, если вы еще не подписаны на мой канал. Ну а мы с вами встретимся в следующих роликах и стримах. Всех целую, обнимаю и всем пока. Девка за рулем, за рулем. Девка за рулем, за рулем.